полэкрана, понятно. Ладно, давай, у нас ГГГ будет презентовать через сколько? Pass of Exile. Будет раз на фоне поешки. Через 32 минуты, да? Вот прям вот тут. Говорят, стрим starting soon. Окей. Все, пускай они там пока starting soon. Че, чат, вам оставить драку или мы пойдем в Fall Guys побегаем? Забег другой. Левое зрелище. Понял тебя, Протас. Одновременно можно? Не, можно, конечно. Вопросов нет. Просто там ад будет происходить на экране. Да, давай сделаем. Ать, оп, ать. Так. Тормозим. Нам нужен победитель. Нам нужен поделитель. Поделитель нам нужен. Поделитель мордобоя. Ну что, опять тактик выиграет? Какого черта? Сколько у него фрагов там? Какого хрена? Подожди, чат, это не дело. У него 8 фрагов опять. Подожди. Стой. А ну. Не-не-не-не-не-не, не Fall Guys, не Fall Guys. А ну наваляйте ему. Какие 8 фрагов? Я требую, чтобы у него отобрали это копье и засунули ему за его выдающиеся полководческие навыки. Давай, навались. Навались. Пришли толпой и копнули. Мне нравится, как все падали на тактика. Все, молодцы. Отличная работа, чет. Мышь, подключайся. Да зачем? Только толпой может. Ну ты... Конечно, ты могучий воин. Сейчас вообще Найтбот выиграет. Нормально. Ямака выиграл. Мои поздравления. Слушай, 5 фрагов тоже неплохо. Команда. Что у нас есть сейчас? О, финальный марафон. В смысле, 1-1. Морское чудо, гонки фермиш. Финальный марафон. Морское чудо, ладно. Сольные соревнования, понятно. Что такое финальный марафон? Только финальный уровень. Бескомпромиссная схватка чемпионов. Да, давай. 100 тысяч подковок насобирал. Мои поздравления. Я все время подумаю, что такого добавить, но... Пока чего-то такого сверх... интересного не придумал. Слушай, действительно, ты просто в финалку попадаешь. Или нет? Подожди, Survival это не финал. Но всегда финальные раунды. Заказ игры за 100 тысяч. Поверь, Кови может заказать у меня и не за 100 тысяч. Я думаю... Люди, которые у меня на канале, у которых есть... Хотя нет, ну 100 тысяч много у кого есть. Не упадите, понял. Тогда надо поменять то, что мы в Fall Guys приехали. Удвое уже упало.
куда собрался? Ну, что, серьезно? Его нельзя так поджарить? Жить! Глупая игра. Как так-то? Они со всех сторон видели, напали. Зато смотри, чего-то дали. Классно, начали. Но мы, скажем так, первый блинкомом. Слушай, а я так и не разобрался, что в Darkest Dungeon было как остановка. Потому что, смотри, помнишь, мы поставили себе печку для блинчиков, и мы ни разу не полутали блинчики. Может, нам не повезло. Жалко, конечно. Вот бы за один раунд за победу давали корону. Стой, стой. Я нашел личного парня, которого надо хейтить. Так эта игра и проходится. Вообще очень странно. У нас 16 человек, а прошло, как бы вылетело-то только 3. Бедолаги. Потому что они не загрузился. Все ясно. За 100к подкопок. О, а это, кстати, надолго. Жалко, это не финал-финал. До конца их природу понять нельзя, я прямо вам скажу. На то они и нежить. КСТ. Сегодня же новый месяц начался. Да, сегодня начался новый месяц. Кови, спасибо тебе огромное. Ну, во-первых, да, я ценю, невероятно ценю твою поддержку. Спасибо тебе большое. Но мне, знаешь, мне вот сегодня немножечко это неловко, потому что я сегодня такой токсичный. Я сегодня невероятно токсичный стример. У меня толерантность выкрутили на 0. Даже не знаю, ну как-то, с одной стороны приятно, с другой стороны, ну знаешь, как легкое чувство, знаешь, незаслуженности такого щедрого доната, но я скажу, что это за мои прошлые заслуги. Спасибо тебе огромное. Ну и да. Да что ты такое? Почему ты бегаешь? Давай просто прыгать. Давай просто прыгать, сумасшедший. Ладно, я тут попрыгаю, ребят. Вы там бегаете сколько хотите. Браво. Ну хорошо, будь токсиком, мне не жалко. Хорошо, я буду токсиком. Люди глупые. Вы пошли. Я на самом деле, я по привычке, я потел в этой партии настолько, будто я хочу выиграть. Ожидаем после Даркнеста. В плане доната или в плане токсичности? Не, у меня токсичность до Даркеста была. Я... Не знаю, я слишком... Как сказать, слишком. Ну, знаешь, как-то так, с одной стороны, оно вот... Игорь утонул, а с другой стороны, вот... Давно вот эта проблема копилась, когда вот, не знаю, еще даже с Dark Darker, когда говорят, о, вот это Тарк. И ты понимаешь, что вот, ну, как бы люди, которые сравнивают Dark Darker и Тарков, они просто, ну, максимально далеки. Они не понимают, во что они играют. Они не понимают, почему они в это играют.
Надо кого-то придержать. На самом деле он проиграл, потому что он сам меня придержал. Лови, лови его. О! О! Как в этой игре побеждать так, чтобы кому-то подосрать? Ну ладно. Я вот пытаюсь, знаешь, как-то бегать, чтобы кого-то скинуть вниз. Потому что просто бегать по кругу, ну, неинтересно. И у нас 4 осталось. Как играть в эту игру? Почему? Ну, в целом, Кубе, спасибо еще огромное. Ну, ты помнишь, да, как если у тебя есть какие-то пожелания, ты всегда можешь. Говорить, я сделаю все, что в моих силах. Видимо, игра реально стала детской. Ну, в смысле стала детской? Нет, на финалках упасть очень легко. Ты если посмотришь, на финалках очень много как раз желешек и вылетает. Прибыли. На финалке очень много желешек вылетает. Просто видишь, здесь они вылетают, ну, крайне быстро. У-у-у-у. Ребята, я к вам. Ну, почему ж так быстро? Подожди, стой, вылетают двое? А их же трое? Подожди, финалка будет 1 на 1? Слушай, я думал, это будет прикольный режим, а тут что-то потненько, хочу сказать. Но она очень быстро отвалилась, я не ожидал, что он так свалится. Не хотел перебежать. Ну это опять сейчас вот это начнется сверх... О, нет, не потянуло. Сейчас начнется вот это сверхзадротство. Когда будут они стоять на этих несчастных 2 платформах и прыгать до потери пульса. О, видишь? О, вот эти вот ребята с этими пингом, с флагами. Да, я вот про вас. Я про вас, мистер Красный Робин Гуд. Да как не хочется заставлять стримить то, чего не хочется. Нет, тут не вопрос стримить то, что ничего не хочется. Как бы одно дело, ну как, стримить для себя, другое дело, конечно же, стримить для кого-то другого. Это не вопрос, чего не хочется. Угу. У парня совсем нет пинга. Малик Мука. Стримить ничего, нет Игорей. Нет, в смысле, как бы... На заказ Игорь всегда есть, понимаешь? На заказ ты не стримишь для себя. Это другое. Мне кажется, он читер. Нет, тут нет читеров. Они после того, как добавили античит, в этой игре эти безумные читеры пропали. Слушай, ну режим, конечно, забавный, но то количество раундов, которые тебе нужно для того, чтобы добраться до финалки, ну, что-то много. Финалку на 2 не глянем. Да, мы видели таких финалок уже много. Там будет какой-нибудь барабан, через который они будут прыгать. Мышка, ты в пояс собрался? Ну, вообще, да, я хочу попробовать лигу. Я хочу попробовать беспощадный режим. Когда у нас завтра будет анонс? Ой, завтра, через 20 минут нам расскажут про лигу, про ее особенность. А лига выходит 12-го, по-моему. По-моему, 12-го она выходит. Ой, нифига, там трибун есть. Мяу-мяу-мяу. А куда сюда?
И вот сюда. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Да в смысле? Как ты это сделал? Там уже люди финишировали. И не умею управлять своей желешкой. Я вспомнил этот раунд, я примерно тут в прошлый раз и закончил. А где финиш? А, вон он финиш, мы были близки. Окей. Классный режим. Не, он действительно классный, без шуток. Только мне не получается его пройти. А пока у тебя не получится его пройти, ты будешь всегда проигрывать. Но я не против. Мы бы прошли, если бы там не вывалились с этой горки. Им на пузике проскользили мимо всего. Да, кстати, подумать, то, что я видел от беспощадного режима в поешке относительно оригинальной игры, ну, я думаю, что это шаг в правильную сторону. Они оставили безумные АОЕ комбинации. Пацаны падают, да. Мужики. Парни падают, падающие парни. Или падение парней. Нет, врет ты. Я побоялся, что меня зацепит. Ладно. Епи-епи. С башкой. Ну, кстати, посмотри, какие игры из того, что мы играли. Прям вот плотно играли, пообновлялись. Я знаю, что коты Gunfire Reborn обновились. Ну, там опять, по-моему, какой-то DLC. Ну, посмотреть, что еще. Там Little Inferno обновилась, но опять-таки тоже DLC. Там, скажи мне, я тебе скажу. Dicey Dungeon обновлялся недавно. Там тоже, там бесплатные DLC-шки. А вот на Hardspace посмотреть.
проиграл. Да ё-моё, ну как так? Не получается туда повернуть, а надо лететь прямо. Я зря пытаюсь петлю сделать. Вот. Мы еще не так сильно отстали. Меня занялся говорит на геймпасовский Дарктайт не запускается, античит не пускает, а сам тебе античит экзе не чинится. Вечер мимо прошел. Геймпасовский Дарктайт. Ну вообще там, да, у них постоянно какие-то проблемы с запуском. Ну что мы играли? Grounded? Ой, не Grounded. До этого я во что-то в геймпассе играл. Первый день, когда выходила. Forza у них работало-то нормально, потому что оно родное. Во что-то мы еще играли. Персона 5 точно Royal, которая была, она не состыковалась, она постоянно ошибки выбивала. Вот во что-то я еще играл. Я просто с Xbox, вот этим лаунчером, я не особо, ну, скажем так, не особо дружу, я им пользуюсь, ну, как-то, когда уже, ну, вариантов нет. Ну, так да, он немного кривой. Да, там не будем еще и говорить, что Dark Tide не самая интересная игра. Ну, не самая рабочая игра, прошу прощения. Это может быть и веселая. В уголок. Простите, извините. Да, опять об уголок. Да что ж такое? Да, это не поможет. Нет, поможет. Не нам. Подожди, держись. Дворик кто построил и распустил, вроде бы неплохо. Погоди, он есть в геймпассе, что ли? Если в геймпассе есть Octopath Traveler, то я в целом знаю, во что я поиграю. Подожди, у нас 11 человек, какие их с пистолетом? Игра. 11 человек это вполне себе финальный раунд. И я давно хотел пощупать, я вот почти бесплатно. Классно. Так я знаю, во что я поиграю в ближайшее время. Подожди, а че я радуюсь, мне хвоста нет? Смотрю на Крабса такой, Крабс. Пить! В смысле? Я же ручки вытянул. Оп, оп, оп. Руки загребущие. Оп, оп. Как он ускорился-то, а? А снизу есть кто-нибудь? Нет, снизу только бомжи бегают. Оп. Загоняй его!
И этого. Давай, давай, обоих их. О! Мужики, мне нет хвоста, вам показалось. Да, свиду летал. Будь теперь за мной охотиться. Нет у меня хвоста, показалось. Я понять не имею. Иди лесом. Хейтер. А, он опять с хвостом. О, упал. Зачем? Вставай, беги. Вы пошли. Full English не пугает? Ну, пугает. А там только Full English? Ну, если так, то беда. Ну, посмотрим. Вообще, я вот... Пока мне Игорь утонул, надо было что сделать, это залезть в библиотеку Xbox. Потому что там всегда найдешь во что поиграть. Во что хотел поиграть. Ку-ку, здравствуй. Натиск Кракена. Мужичка на зеленый. О, второй эфнулся. Слушай, валить отсюда надо. Там все в тентаклях, и сейчас тут все в тентаклях будет. Какая? Оранжевая. Я отвлекся! Не знал, нельзя доверять этому рыцарю. Ничего, ничего, смотри, он сейчас будет толкать, и он умер. Правильно? Да. В смысле выжил? Лакер. Ничего, сейчас его судьба накажет. А как так-то? Какого черта? Что за задрот? Почему его ударили тентакли, а он на месте остался? О, пошел отсюда, правильно. Нет, финалка в конце становится интересной. Еле доползли до финалки, но доползли. Ой, эти отсылочки, конечно, к Death Stranding. Слушай, там 5 минут. Я еще ни разу не выиграл. Ну, пробуй. Тут сейчас очень много таких, знаешь, опытных игроков. А ну, когда-нибудь повезет, знаешь, надо брать количество. У нас 5 минут осталось. Сколько нам предлагает? The Pass of Exile Stream. Говорят, начнут показывать через 3 минуты. Но зная поешку. Мне 23, девушка говорит, играем в норм игры как КС. Не, ну смотри, ну подожди, играем в норм игры как КС. А девушка в какие игры играет?
я сразу бросаю играть ни разу не выиграл. Не, чувак. У тебя все получится. Не сомневайся. Надо было справа бежать. Девушка Valorant играет? Слушай, парень, ну, как тебе сказать? Valorant просто тоже не настоящая игра. Никаких претензий к девушке. Она говорит, что настоящая игра Valorant. Да, норм игры CS. Да, норм игры Valorant. Чё уж. Я бы не сказал, что CS это какая-то хорошая игра. Она 1.6 в какой-то момент опередила свое время. Он был крутым. Да и, наверное, прошлой CS-ки. Ну просто потому, что такое время было. Когда вот был Warcraft, когда CS, линяга, когда тебе плевать во что было играть, когда... Если ты собирался с толпой. Она говорит, что слишком мультяшная, что делать? Слушай, ну я бы не сказал, что Valorant слишком серьезная игра. Valorant, это что это? Это ж мультяшный КС, о чем ты? Игры для удовольствия. Ну. Нет, Руш, ты сейчас что-то умное сказал. Это стыдно играть в некоторые игры. Представляешь, какой зашквар, да, если ты в детстве, например, смотришь каких-нибудь Wings. А, какой Wings? Witch, да? Что это за зашквар, те пацаны не поймут. Ровно так же и здесь работает. Ну, тут должен быть, понимаешь... Ой, нифига себе, по крокодилу залез. Тут должен быть хороший контраргумент. А контраргумент Valorant это не аргумент. Опять уголком ударился. Ой-ой-ой. По-моему, так, ребят, не залезем. Идите нахер отсюда. Вот в ту сторону. Патрик за меня. Это самый угарный раунд. Надо идти подальше отодвинуть. Не-не, ты куда понес? Стоять. Ты отсюда. Там уже наверху один примастырился. Домой их. Туда. Никто никогда не пройдет, никто не договорится. В смысле кто-то прошел? Накрысили. Да проиграли. Я всем мешал, а все прошли. Да ну как так? Ну, я не вижу вообще себя. Глупая игра. Ладно, все, поехали, там поешка начинается. Пиу-пиу-пиу. Я так понимаю, это уже... Ну, это классика. Сперва тебе покажут сеты, потом 5 минут тебе еще будут показывать какой-нибудь мультик. Хотя нет, подожди, это уже святилище. Ладно, сейчас расскажут, что оно такое. Новая валютка. Хотя бы ничего подымать не надо, на том спасибо.
For vast riches await the bold. Pillage this sanctum if you must. And one day you may uncover its secrets. Нам показывают новый отсатель, только вместо кучи мобов нам, судя по всему, в каждой комнате будут стоять боссы. Buffet Endgame Unique Weapons. Starforge. Беспощадный режим, да, и показывает, как ты на первом акте месишься. Мне друзья говорят, что нужно большое обновление дождаться, а пока маленькие были, так сказать, дырки с мобами. Тут всегда будут дырки с мобами. 9 декабря? Не 12-го, 9-го, через неделю? Ну ладно. Значит, ближе. Мне Fall Guys нравится. Все делаешь правильно. The Forbidden Sanctum is an old Templar enclave, long rumored to be hidden beneath the Fellshrine ruins. Abandoned for a long time, it is now controlled by a malevolent entity. In this league, you'll explore it, find out its secrets, and deal with the evil that lurks there. The Sanctum Challenge League is a roguelike game, played out one room at a time as you explore Rayclast and the Atlas in Path of Exile. In every area or map you enter, you can make a choice of which room in the Sanctum you will explore next. On the Sanctum map, you can see the contents of a few rooms ahead, enabling you to plot a path through its dangerous halls. And the Sanctum is dangerous. Like most roguelikes, you should not expect to be able to complete it on your first try. Getting to the deeper floors requires experience, knowledge, and luck. You should expect that your early attempts will fail, but over time, you'll be able to push yourself farther and farther. As you progress deeper into the Sanctum, you'll find a variety of treasures that will help you eventually fight your way to the dangers that await you at the end of its 4 floors. Eventually, by endgame, you may be able to push through all 4 floors to face the final boss. Every roguelike needs a resource to help you track how well the run is going. In the Forbidden Sanctum, it is your resolve, indicated by this bar here. As you explore the Sanctum, your resolve is threatened by the dangers within. When you lose all of your resolve, your Sanctum run ends. Your level of resolve is maintained between consecutive rooms on your run, but is only shown when you're in the Sanctum itself. The resolve mechanic applies equally to all build archetypes. Your resolve is reduced when you are hit by monsters or environmental hazards in the Sanctum, and these telegraphed attacks are not affected by regular Path of Exile defensive mechanics, such as evasion, armor, or block. While these attacks do some nominal damage to your regular life, the bulk of their impact is against your resolve. This mechanic provides a mechanism for tracking your progress between rooms, where your regular life pool would long ago have been recovered. Another aspect of the resolve system is that characters who are struggling can be ejected from the Sanctum without actually having to die, avoiding experience loss or hardcore death. So maintaining a healthy level of resolve is key as you navigate the Sanctum, and that means making careful choices of what rooms you enter. Let's have a look at some of the things that Sanctum rooms can contain. Afflicted rooms cause you to gain an affliction when you enter them. Afflictions make your Sanctum run more difficult, for example, reducing your resolve recovery, causing rewards to become hidden on the Sanctum map, or causing Sanctum rooms to spawn volatile anomalies that follow you. These minor afflictions accumulate as you get deeper and deeper into a run, making it more challenging. Major afflictions exist and are a big deal. They have significant consequences, such as entirely preventing the recovery of resolve. So, a Sanctum run gets harder and harder as you pick up more afflictions. Sounds great. But every roguelike needs a way for you to gain power throughout your run. In the Forbidden Sanctum, that system is boons. Boons are beneficial buffs that help you as you progress through the Sanctum. Minor boons make things a little easier, such as slowing down monsters or adding a special shield to your resolve called Inspiration. Major boons don't come along often, but have large effects, such as preventing you from receiving more minor afflictions, or recovering your resolve to 50% the next time you run out.
Due to the vast variety of afflictions and boons, no two runs are the same. Generally speaking, your best Sanctum runs are the ones where the afflictions you choose have little effect on you, and the boons either counteract them or have a large benefit for the strategy you're running. Some rooms in the Sanctum contain a fountain which will restore some of your lost resolve. Others contain afflicted fountains that restore even more resolve at a cost. Rooms with a treasure reward contain chests full of the Templar Aureus currency, a type of gold coin they used for commerce within their Sanctum. You'll also find some Aureus coins from monsters that you kill as you explore. These are picked up automatically, like Azurite, and are not tradable, and like your afflictions and boons, are lost when your Sanctum run ends. Some rooms contain a merchant who accepts your Aureus coins in exchange for boons. Plan your purchases carefully, as you may encounter the merchant again later on with even more expensive boons to purchase. Occasionally, the sinister powers controlling the Sanctum will present you with the choice of making an accursed pact. You are given several pacts to choose from and can even opt to take all that you are offered. All pacts have a big upside and a big downside, such as exchanging a portion of your maximum resolve for a random major boon. It's very dangerous to make a pact, but if you pick the right circumstances, your gamble could pay off. In addition to rewards that help you progress through the Sanctum, many rooms let you immediately receive Path of Exile currency items, but with a twist. Whenever you're offered some currency items that you can receive right away, you are also offered a more valuable option that will be waiting for you after the boss fight at the end of the current floor of the Sanctum. It's a gamble, because if you fail your run before you reach and defeat the boss, you will not receive the reward you picked. Later on, you're offered the extreme temptation of getting a massive currency reward that is conditional on completing your entire Sanctum run without failing. At a specific point in the Forbidden Sanctum storyline, you'll discover a special altar that Templar relics can be placed on. These relics directly affect your Sanctum runs and are not lost when a run ends. They persist throughout the League as a permanent source of meta progression. Acquiring new and better relics is one of the ways you can push farther and farther with each run you try. Relics cannot be crafted and cannot be traded, as they represent your personal progression throughout the League. You'll accumulate more than you can use simultaneously, so you'll have options to fine-tune your strategy from run to run. You can store your extra relics in the Relic Locker, a free storage space like the Expedition Locker. We don't want to spoil important story details, but the end boss of the Forbidden Sanctum can drop unique items from a pool exclusive to this League. Today we'd like to show you a unique amulet called Eternal Damnation. This amulet offers a powerful way to gain additional elemental mitigation by introducing the concept of elemental damage reduction. Despite the drawback of reducing your maximum resistances, if you have sufficient chaos resistance, this is more than compensated for. Because of the roguelike nature of the Forbidden Sanctum, defeating the boss of a floor is a difficult achievement and hence rewards a lot of experience. You may fail on the way, so if you do manage it, expect a good experience boost for your achievement. Another reward you can find is a special type of relic called a Sanctified Relic that has mods that directly affect your character's build. You can only unlock one slot for this type of relic, and while these relics can't be crafted through conventional means, you may find special reward rooms in the Sanctum that can modify them. These relics exist for this League only and provide a boost to character power for players who are able to master the Sanctum. The Sanctum League offers a roguelike experience that tempts you into taking risks and rewards you if those pay off. There's a lot to explore in the Sanctum, and we can't wait to hear about your experiences next week. In each expansion leading up to Path of Exile 2's release, we're improving Path of Exile's endgame, with new content to explore and improvements to how you customize your endgame experience. In the Forbidden Sanctum expansion, we're revamping the Atlas tree, reworking how Eldritch altars function, and are introducing 2 new Atlas memories. The Atlas tree is generally working really well, but has a few problems we'd like to address. The tree offers you the ability to specialize in killing pinnacle bosses, providing extra rewards when you do so. While this sounds good on paper, it creates a situation where you're incentivized to specialize your tree for regular mapping, save up all of your boss fights, then respec fully into boss mode, and then do all of your saved up boss fights before speccing back again. Ideally, the design of the Atlas tree would let you spec into one build and then just play the game. We have removed all boss bonuses from the Atlas tree, and have baked some of them into the actual base properties of the boss fights. For example, you don't need to allocate the Gaze into the Abyss notable that makes the Elder more likely to drop a Watcher's Eye, as he just has that drop chance built in now. The Atlas tree is now focused on allowing you to specialize into content that you encounter in every map. We also want you to be able to specialize into your favorite leagues even more deeply on the Atlas tree. For
For each of the 10 leagues that the tree lets you disable, we've added a bunch more passives to the tree. These new passives allow you to increase the league's spawn chance to much higher levels than currently possible and juice the league even further than before. We are making a number of changes to Eldritch Altars that mostly affect their rewards, but will also affect gameplay decisions you make involving them. Some of the key changes include splitting up the basic currency, scarab, and divination card rewards to be explicit in their description of what rewards you'll get. For example, instead of map bosses dropping 3 unknown basic currency items, the altar specifically says which currency item they'll drop. As part of this change, we've removed some of the lower value yet quite common currency rewards from the pool, such as Orbs of Augmentation and Orbs of Transmutation. Speaking of scarabs, these will be less available from altars, but we've improved their availability elsewhere to offset this. Rusted scarabs can now drop from the core drop pool, and we've added a vendor recipe that allows you to upgrade your scarabs up to gilded using the normal 3:1 ratio. You can also perform this action from your fragment tab using the new upgrade button. We have made reward types exclusive to different influences, so that you know which influence type to invest in if you want to target farm a certain Прям интересно, reward. как люди To give you a specific example, if you run maps influenced by, say, Eater of Worlds, you'll see Divine Orbs from the basic людям currency нравится. reward more than twice as often as before. We've also rebalanced rewards so that choices that affect boss drops or influence monster drops are comparatively more valuable. The Wrath of the Cosmos keystone has been reworked. Previously, it was so rewarding that players felt obligated to use it despite its extreme level of difficulty. It has retained the risk versus reward element, but with the overall intensity toned down. You can now also get awakened gems from defeating Maven Witness map bosses. This additional reward helps further balance the expected returns from the various types of influence. For more detail on these changes, check out the Balance Manifesto we posted last week, or the upcoming patch notes. In the Lake of Calandra expansion, we introduced Atlas Memories. When applied to your Atlas, they unlock a sequence of maps that tells the story of an NPC's past. Каландру в лигу These stories оставляют. manifest as specialized encounters that Легенд. involve a new challenge and exciting rewards. In this expansion, we've introduced 2 new Atlas memories, describing events related to bestiary and domination. The bestiary memory line allows you to capture harvest monsters as beasts for your menagerie. These harvest beasts can be used in 9 new beast crafting recipes. These recipes cover an array of options. For example, you can remove one of the special modifiers from a Watcher's Eye Jewel and then add another. This can have potent results, but won't affect the life, mana, or energy shield modifiers. You can re-roll an awakened gem from one type to another. Another example is that you can also re-roll a synthesis implicit modifier. If your item has more than one synthesis implicit, it will randomly re-roll one of them. The Domination Atlas memory thrusts you into a tale of Pantheon gods that stand watch over their shrines. Like regular shrines, these are guarded by monsters and emit a buff that empowers the monsters until you claim that buff for yourself. This Atlas memory introduces a new set of shrines with specialized buffs, guarded by rare monsters that drop tantalizing rewards. The Forbidden Sanctum expansion introduces a new type of shard that can drop from Harbingers, Fracturing Shards. When combined together into a full currency item, you get the Fracturing Orb, which behaves the same as the Fracturing Craft from Harvest. It can be used on any rare item with at least 4 modifiers. When the orb is applied, it locks one of the modifiers in place so that further crafting efforts do not affect that modifier. Items fractured in this way can only have one fractured modifier. Previously, this crafting option was gated behind the Oshabi fight in Harvest. Now that it has been rehomed to Harbinger, the Harvest crafting option is no longer available. Фантастика. Теперь This means that Харбингеров you'll be able to будут use your фармить. Harvest Life Force and Oshabi kills on other crafts. Because Fracturing Shards drop from Harbingers, you'll be able to target farm them by speccing into Harbinger content on your Atlas tree. The Forbidden Sanctum expansion introduces a number of new skill gems. In addition to some new melee Val skills we'll discuss later in the livestream, there are 2 totally new skills that we'd like to unveil today. Volcanic Fissure is a new fiery slam skill that can be used with staves, maces, axes, and unarmed attacks. Strike the ground to create a chasm that winds towards your target. This chasm can path around corners before erupting as the fissure gets as close as it can reach. It releases a burst of fiery projectiles that explode on striking the ground. Enemies hit by multiple impacts will take a lot of stacked damage. Use it up close for reliable bursts of damage, or aim far away to damage a larger area. Frozen Legion is an unusual spell, summoning a ring of icy statues that attack with your own weapon damage. This skill has multiple cooldown stacks and consumes all cooldown uses at once to summon a statue for each available cooldown. The statues perform a sweeping ice slash, and these sweeps can overlap, resulting in multiple hits against targets close to you.
The spell can be used with staves, maces, and axes. The skill is particularly powerful with slow, heavy weapons, as while the statues will use your attack speed, you should instead prioritize the spell's own cast time and cooldown. This expansion also introduces many new Vaal melee skills. As you know, equipping a Vaal skill gem grants you both the Vaal and regular version of the skill. As you kill enemies, the gem charges up with their souls, and after a certain number are collected, the Vaal skill can be used once. Most of the new Vaal skills introduced in this expansion are melee skills, and this results in an indirect buff to any melee builds that use one of these skills. Where previously you'd just be using your melee skill to kill enemies, you now get to periodically use a super-powered version of the skill. If you like Flicker Strike, you'll love Vaal Flicker Strike, as it really dials up the concept of letting fate take the wheel. Vaal Flicker Strike causes you to flicker dozens of extra times, slashing enemies. During this time, you don't deal any damage to the enemies you slash. You're quite vulnerable due to not leeching or generating fortify stacks. When you finish flickering, if you survived of course, you'll be rewarded with a single huge hit of damage against each enemy you slashed. Vaal Cleave is a new Vaal skill that buffs the behavior of its non-Vaal version, in a similar way to how Vaal Reeve works. Vaal Cleave triggers two buffs, one when you kill a rare enemy, and one when you kill either a rare or unique enemy. The latter is a strong buff to regular cleave, which you can keep up almost permanently if you're able to kill rare or unique enemies often enough. The bonus for killing a rare enemy is that you get to steal its mods for a time. You can enjoy part of the power of having a headhunter without actually needing to find one. Overall, Vaal Cleave is a pretty powerful upgrade to any melee build that could run cleave. That +2 radius buff is looking pretty good now, right? Don't hurt me. We'll showcase the other new Vaal skills we're introducing over the coming week. The Forbidden Sanctum expansion introduces over 15 new unique items, from Sanctum exclusive uniques to ones that can be found from Path of Exile's pinnacle bosses. I'd like to show you 3 examples of these, designed by winners of our prior league's boss kill races. Progenesis is a unique amethyst flask that was designed by Ben and drops from the Uber Maven. It's a defensive flask that grants a mini version of the Petrified Blood effect, but without requiring you to be on low life. This is a useful tool to prevent you getting one-shot by large amounts of incoming damage in scary situations. Rational Doctrine is a unique jewel that was designed by Rawlings and drops from Uber Venarius. By manipulating your attributes, you can change how this jewel behaves. While the ideal dream outcome is that you manage to get your strength and intelligence tied for highest, enabling both of the benefits simultaneously, the jewel is still very powerful if it only grants your choice of permanent consecrated ground or permanent profane ground. Entropic Devastation is a pair of unique gloves that were designed by Gucci Pradas and drop from the Uber Shaper. Currently, the ways to get Spell Impale are very limited. These gloves provide the powerful property of causing all of your spells to impale on crit. So let's talk about unique weapons, specifically endgame unique weapons. In many ways, the weapon is the most iconic and important item on a character, so it's very important that we make them exciting and worthy of their unique status. While some unique weapons have special properties that enable entirely new builds, others are best compared to powerful rare items as a primary source of your character's damage. We have to be very careful when pitching the power level of these unique weapons. If they're not powerful enough, then they're useless and are ignored, but if they're too powerful, then they discourage entire archetypes of characters from trying to find or craft rare weapons. Interestingly, the above problem doesn't apply to belts. Despite Mageblood and Headhunter both existing as extremely powerful unique items, people still craft plenty of rare belts. That's because Mageblood and Headhunter are extremely rare, and people don't actually expect they'll reliably get one in a league. Players tend to treat them as luxury upgrades to their build, rather than something they're certain to get. In this expansion, we're promoting 10 iconic but underused unique weapons to the same tier of rarity as Mageblood and Headhunter. We are buffing them a gigantic amount and are making them incredibly hard to find. Remember when Starforge used to be an exciting item? Well, after this change, it certainly is again. It still drops exclusively from the Shaper and the Uber Shaper, but it'll take a lot of runs or a lot of luck to earn it. Over the next week, we'll reveal the other unique weapons that have been massively buffed. We have targeted around 10 iconic underused unique weapons and have generally buffed only their damage stat, but by a lot. We've made a number of changes to jewels that are covered in a recent balance manifesto, but in case you missed it, we want to quickly summarize what the changes are. In the Forbidden Sanctum expansion, we have made jewels a better source of ailment mitigation by buffing the values of ailment-focused jewel modifiers and adding new modifiers that enable mitigation to a wider variety of ailments than before.
We have also removed some целом element удобно. mitigation modifiers that were only available on jewels through corruption, because there are now better options through the regular jewel mod pool. This also means that other desirable corruption modifiers, like immunity to corrupting blood, are more likely to roll. We want the moment of finding a unique jewel to be way more exciting than it currently is. We've added a handful of new, very powerful unique jewels and have removed some old, less interesting ones. An example of one of these new unique jewels is Fire Song, which propagates any modifiers to your ignite mitigation to other elemental ailments. If you're able to substantially reduce the duration of ignites on you, then you can use Fire Song to basically shrug off any elemental ailment. For full information about the other changes to unique jewels, check out the Balance Manifesto post we made recently. We've rebalanced curses to make them stronger where they matter most, against unique monsters and pinnacle bosses. We have buffed several hex-related unique items and reworked unique items that previously interacted with Doom. Такое я все равно To планирую replace поешку the поиграть. Doomsday Keystone passive, we have brought back a version of an iconic curse-related keystone from the past. We've introduced some powerful new unique items that interact with hexes, which we'll reveal in the lead up to launch. For more details on changes to curses, check out the Balance Manifesto we posted recently, or the patch notes that will come out after the livestream concludes. When we first created the Arch-Nemesis monster mod system, our goal was to improve Path Они of их убрали, Exile's что ли? outdated set of monster mods with new and interesting mechanics that have modern game balance. We feel that Arch-Nemesis did introduce a lot of interesting mechanics, but it unfortunately had several of its own problems. We have replaced Arch-Nemesis with a system that is more similar to the way monster mods worked in the past. The new monster mods are a lot правильно. simpler. They now each do one thing and very clearly state what they do. Each encounter with a rare monster is now less complex and is easier to understand in the heat of combat compared to Arch-Nemesis. You'll still encounter challenging combinations of mods from time to time, but this emergent synergy will be rarer than it was under Arch-Nemesis. The goal is that combat is interesting and varied, with moments that get your heart racing, but without the frustrations of the Arch-Nemesis system. Let's talk about rewards. Under Arch-Nemesis, it often felt mandatory to bring in a magic find culling character to kill some monsters for you in order to maximize your rewards. In the new system, we've added a significant pool of new rewards to rares, but the reward that is on the monster is hidden and not associated with a specific mod, so you don't know what kind of rewards you will get until you kill the monster. Rare monsters with more mods are more likely to have these special hidden reward bonuses. To find out more about other balance changes that are taking place in the Forbidden Sanctum, check out the patch notes, which will be available when the livestream ends. Over the last year or so, some of our senior developers have been tinkering with a more challenging way to play Path of Exile. We've been publicly alpha testing this mode, known as Ruthless, for the last month, and are planning to make it available to anyone who's interested alongside the launch of the Forbidden Sanctum next week. Прикольно. Ruthless is an optional additional Смотри, character flag, посмотрим. like hardcore or solo Каландра self-found that в completely лиге это, changes how Path of конечно, Exile feels to интересно, play. потому что без понятия, Ruthless чего is там a lot ждать more не difficult than видел. regular Path of Exile, but it doesn't achieve this by making the monsters harder to kill. It instead focuses on reducing character power through extreme item scarcity, limited crafting, and many other changes such as support gems being drop only. We've posted an article about the philosophy and rules of Ruthless on pathofexile.com/ruthless. We plan to release this mode alongside the Forbidden Sanctum expansion in a week. In addition to being a character flag like hardcore or solo self-found, it's also available as a modifier for private leagues. Рогалик To be понравился. clear, the Forbidden Sanctum League content да. can be played in Ruthless with appropriately balanced rewards. Какая-то Ruthless is still very смесица experimental и during хейста. 3.20, and we won't be afraid to make middling balance Ранчел, changes если to ты it during здесь this по поводу experimental phase. играй, не играй, я бы тебе Ruthless is советовал not for поиграй, everyone, потому but so far it has что found a supportive and growing group of players who enjoy the люди additional говорят, challenge поиграй, that it когда brings. If it удалят уже sounds like много something you're всего, interested in, then try it out next time you're looking for когда a new way удалят to enjoy Path of Exile. кучу контента, типа тогда играй. Но This в expansion also contains a number of small quality of life improvements. целом Some examples are ты еще в divine этот vessels can контент now не be used by поиграл. right-clicking them rather than taking them to sin. On the player overhead life bar, the energy shield bar is split into a separate bar. You can now right-click an itemized Temple of Atsuatl to see its layout. And most importantly, beast crafting recipes that add mods to flasks now actually say what the mods do. We'll post more information about these and other quality of life Фантастика. improvements in the Вообще не latest знаю, update. такие вот простые вещи, которые они говорят, что здесь Today we're добавляют, launching two new series of supporter packs. они так Forge очень and будто должны General были быть с packs. самого начала. Each tier contains the pack's full face value and points, plus several exclusive microtransactions. These packs will only be Ну, а в целом, available что, for the неплохо. duration of the Sanctum Поиграем, trilogy как раз and will пару leave лиг the store пропустили. forever in 3 months. As always, these microtransactions are entirely cosmetic and do not По Steam affect your character's беспощадным. progression or power. The Forge series of supporter packs Я никогда contains 6 воспоминаний Атласа и exclusive Древнего не microtransactions. доберусь.
Какие воспоминания от вас The стоят? clockwork Подожди. back attachment ramps up as you build a kill streak, building pressure and releasing it Ты when про you Элдера, strike что it. ли, или что? Мы добавили возможность выбрасывать предметы из инвентаря. Да нет, The эта delirious возможность backup всегда decoration была. lets you summon delirium fog in your hideout at will, У complete них with шахты string хорошо voices and продавали, мол, terrifying топ-контент. apparitions. Не слушай. Шахты, да, шахты в свое время были интересными, но сейчас в поешке очень много всего. Всего и разного. Шахты, они устарели в The Forge разы. Guard armor set summons a Я бы hammer не and сказал, что anvil ты so будешь that everyone бегать по ним и nearby can watch получать you craft. кучу кайфа. Ну, это косметика, The чё. ethereal fusing effect turns your item linking attempts into a spectator sport. If you manage to get a Фантастика. six Теперь link, люди people могут watching видеть, it как even ты prompt you to send a крафтишь шмотку. congratulatory message. Эй. Что значит congratulate? Что за срань? Summoning the Crow Storm portal effect causes a murder of crows to Ой. erupt from the portal. The portal becomes dormant if you are too far away from it, causing the crows to take to the skies. Там все хороши, но там есть некоторый контент, который дает тебе большую выгоду, есть некоторый контент, который тебе дает выгоды поменьше. Не знаю, я вот сколько не пытался, мне не получалось в экспедиции хорошо лутать. Лабиринт и Синдикат явно не для новичка. Я бы новичку посоветовал бы бегать эти хейсты, грабеж. Грабеж это кайф для новичка. Я не знаю на самом деле, как они сейчас забалансили в прошлой этой лиге, но до этого в грабеже ты всегда вытягивал самое большее количество денег. Он немного однообразный, но если его с чем-то там смешивать, например, с тем же Ацатлем, то вполне себе классно. Грабеж хорош, да, грабеж это очень хорош. This armor set also includes alternate gem level up effects. Prospero's ring blesses you with a constant shower of coins, and it helps you thank players you've traded with through a hearty fist bump. The Фантастика. consuming ooze pet bounces alongside you and devours corpses in your wake, spitting out a tidy pile of bones. Finally, this pack allows you Ну, to ты понимаешь, они добавляют вот иногда вообще не то, что нужно. Игра, она и так, у нее так огромный переизбыток эффектов. Они такие, навалим, мы туда еще. Ну ладно, они сейчас добавляют беспощадный режим, до этого они хотя бы пророчество удалили. Kadiro has hundreds of lines of voice acting. Может, они потом еще что-нибудь поправят. A mighty headhunter. I'm so impressed. Обзор скинов, ну да, они добавляют, они как бы игра-то бесплатная, они живут за счет микротранзакций, поэтому они рассказывают о том, что, ребята, вот смотрите, мы скринчики добавили, вот можете прям взять и купить, поддержать нас. Ну, как по мне, это все безвкусно немного. Так, возвращаем звук. And will be replaced with a new set of unique items when the Forbidden Sanctum launches. By the way, we're hoping to film Season 11 of Build of the Week once the Forbidden Sanctum comes out. If you want to submit your build for the season, share your build guide on the class forums on pathofexile.com. Next up, we've got the Q&A with Ziggy D. Once that ends, we'll post the full patch notes for the Forbidden Sanctum. Over the next week, our community team will post the expansion's challenge rewards, information on how to update your item filters, all new and changed gems, and information on how to prepare for launch. On launch weekend, we expect to release the new mystery box and we'll follow up with the new Kyrix Vault Pass in the days after launch. Thanks for joining us and checking out the Forbidden Sanctum. We can't wait to join you in Rayclast on December 9th. We'll begin the Q&A shortly, so please get your questions ready in chat. Ну, говорят, они выкатят патчноуты после интервью. Ну, вот видишь, вот как бы по поводу визуального мусора. Ну, есть немного, согласись. Мягко говоря, чуть-чуть.
Вот это починить. So we reveal. Then do a deep dive on the buffs and Вот понятно, трейлер. sanctum is Мы an на трейлер old как раз Templar попали. hideout. It's enabling you to plot Это на самом деле... Да, это to face the смесь, final конечно, от boss. Сатли. Every От rope Хейста threatened, мало but is чего only тут. shown when you're in the sanctum itself. Да, от Сатли тоже Regular так не так, puppets чтобы are много. Только defensive. This единственное, что mechanic provides a комнаты. mechanism without actresses of more difficult that follow. They have significant Есть бафы, есть minor дебафы. boons make Вот things a это, little easier, such as slowing down. вот это интересный момент, то, что они добавляют вот эту вот полоску решимости, что даже если ты вот будешь бежать и фейсролить, ловить каждую ловушку в мире, ты все равно проиграешь. Все никак не заставит игроков вот как-то играть в механики. Они идут к этому, идут, пытаются их как-то заставить, чтобы они не просто как бы лицом по клавиатуре катались, а кнопочки жали. Я такие, ну вот это добавим. Monsters are adding a special 50% have little previous currency and are not tradable carefully as you may. Я так и не понял, за золото только вот это покупается. А выгода, получается, будет в самом последнем сундуке. Предложение забери, потом получишь и в самом конце. Это тринки. Вот это, кстати, тоже прикольная система, то что ты получаешь себе прогрессию, ну как в рогалике, то есть находя всякие тринички. We don't want to spoil important story details, but the end boss of the Forbidden Sanctum. Эндгейм, Атлас поменяли, тоже интересно. Раньше действительно, это в зависимости от того, чем ты занимался, ты такой, вот смотри, у меня тут карты собрались на Сироса, так, 20-30 тысяч регреток, переезжаем в Сируса, поехали. Потом, Майвенка, переезжаем в Майвенку, и вот так вот по кругу катаешься. Эту штуку поменяли, доплевать, скоробеев в лут добавили, слава богу, потому что скоробеи на самом деле очень ценные ребята. Это интересно, то, что теперь начали выпадать гемы с боссов. Я уверен, там какой-то микрошанс. Там прям этого шанса не будет, то, что тебе могут выпасть эти Awaken гемы. Вот это я так и не понял. Воспоминания в Атласе. Capture harvest monsters as beasts for your menagerie. These harvest beasts can be used in 9 new beast crafting recipes. These recipes cover an array of Ну, по поводу рецептов-то понятно, как это работает. Вообще прикольно, да, то, что ты можешь рерольнуть. This can have potent results, but won't affect the life mana Watch or Rai. energy shield for their shrines. These buffs, ring shards. When the orb is applied, it Вот это locks one of the сильно. modifiers in place so that further Кидаешь фракчер в редкий предмет с 4 модификаторами, закрепляя их вместе. Рандомный модификатор на редком предмете с как минимум 4 модификаторами. Закрепляя его. Не может быть использован под влиянием, синтезированный и так далее. В целом, чё бы нет. Сильно. Вопрос, сколько такая сферка будет стоить? erupting as the fissure gets its reliable bursts of damage, multiple cooldown stacks, and can close to you. Prioritize this. Ну, новые скиллы плевать. Новые вал скиллы тоже не особо пока что. Val Cleave is a new Val skill that buffs. Rational Doctrine is Новые уники. Бафнутые старые уники, которые стали очень редкими. Камни, которые дают тебе и иммунитет к элементам. Переделанные проклятия. Ну и, собственно, режимчик, который будет вникать. Ну, так что вы много всего показали. Как-то так. Дропсы пошли. Ей. После такой прожекта экран вообще пустой. Тогда тебе зайдет. Ты не почувствуешь разницы. И, может, на английском уже какую-то информацию выкатили? Nope. Ой, ладно. Нормально, думаю, посидели. Посидели, погорели. Завтра пойду потрошить Xbox, потому что там действительно надо разобраться, посмотреть, что там есть, чего нет.
Вот. А так сегодня все. Большое спасибо сегодня Кове за офигеть какой огромный донат. Люди будут смотреть записи стримов, и они не будут понимать, почему у этого человека постоянно один и тот же донатер занимает топ-1 всегда с одной и той же суммой. Люди будут думать, что это просто написал. На самом деле нет. Спасибо еще раз огромное Кове. Мне кажется, они вернули к жизни эту охоту. Без понятия, о чем-то, ну да ладно. Попробуем поешку обязательно. Если 9 числа, то ну вообще здорово. У нас будет целая неделя перед Dark and Darker. Мы наиграемся вдоволь. Правда, конечно, у нас онлайн упадет. Хотя куда уж, со мной токсичным тоже онлайн падает. Все нормально. Все как и надо. Завтра попробуем поиграть в Xbox, поищем чего-нибудь там. Может быть, еще и Darkest Dungeon зайду. Просто охота там эти главы посмотреть. Один раз донатил, никто перебить не может. Так нет, это ежемесячный донат. О чем ты? Вот. Я про жертвоприношение. Я не понимаю, о каком жертвоприношении ты. Ну да ладно. Все, друзья, на сегодня все. Пойду отдыхать, я выдохну. Я, может быть, завтра перекур сделаю, я не знаю. Я с одной стороны хочу отдохнуть, а с другой стороны я хочу постримить что-то. И вот это как-то борется желание и туда, и сюда. Может быть, завтра отдохну. Не знаю, посмотрим. Все, на этом все. Всем большое спасибо, всем хорошего вечера, удачи.